Здравствуйте, это реальные новости на канале «Страна для жизни». Напоминаем, что помочь в распространении информации о реальном положении дел вы можете, нажав кнопку «Подписаться», поставить лайк, оставить комментарий и сделать репост этого видео. Можно сделать это прямо сейчас. Не понравится видео, заберете обратно. А сейчас к новостям. Вчера в сети появилось письмо Сергея Тихановского. Это письмо Сергей Тихановский, находящийся в СИЗО в Жодино уже 8-й месяц, прислал журналисту Тутбай. В письме автор подвел итоги прошлого года, рассказал об условиях своего содержания и о впечатлениях от встреч с Лукашенко в СИЗО КГБ. В письме, кроме прочего, было сказано следующее. Вы даже не можете себе представить, на что он, Лукашенко, способен. Он лично командует по выходным задержаниями на протестах, выборы не исключение. Не остается сомнения, что каждое заявление нелегитимного узурпатора о том, что там на протестах 20 человек, это не результат неосведомленности и сокрытия реальной информации его ближайшим окружением, а значит, знает и доволен службой своих верных цепных псов. Вчера, 12 числа, вечером во дворах Минска были задержаны люди, которые вышли на акции, чтобы почтить память Романа Бондаренко. Правозащитникам известно о задержаниях на улице Воронянского и Матусевича, а также во дворе площади Перемен. Всего весне известно о 9 задержанных в Минске. Их имена можно найти на сайте организации. Сегодня с самого утра в Витебске во время прогулки со скандинавскими палками в Шпилевском лесу задержали 6 витебских женщин. Написала на своей странице в Facebook дочь одной из задержанных, известный педагог Анна Северинец. Задержаны Татьяна Северинец, Раиса Кухто, Людмила Фоминская, Людмила Володкевич, Алена Коснова, Тамара Ильина. По словам Анны Северинец, женщин доставили в Первомайское РОВД Витебска. Сын Татьяны, Павел Северинец, 7 июня находится в заключении. Его задержали за административное правонарушение, а потом предъявили обвинение по уголовной статье «Участие в массовых беспорядках». В конце декабря ему в очередной раз продлили срок следствия еще на 2 месяца, до 20 февраля нынешнего года. Правозащитники признали его политзаключенным. Светлана Тихановская высказалась по поводу вчерашних задержаний. Цитата. «Сегодня, 2 месяца со дня убийства Романа Бондаренко, на площади Перемен и в других районах Минска задерживают людей, которые вышли почтить его память. У этого режима нет уважения ни к живым, ни к мертвым. Лукашенко говорит про год народного единства, но каждый день мы наблюдаем, как именно он видит это единство. С дубинками, с судами и 178 политическими заключенными. Нужно ли еще какое-то подтверждение тому, что этот человек перестал быть политиком и стал известным на весь мир преступником? Я считаю, нет. По факту убийства Романа Бондаренко прокуратура, к слову, не собирается заводить уголовное дело, а провела серьезную работу. Собрала большую характеристику на Романа, в том числе выяснила, в какой садик ходил. Ждать при нынешнем положении дел каких-либо шагов по раскрытию преступления, где и подозреваемые давно есть, увы, не стоит. В письме за подписью Сергея Тихановского также сказано следующее. Он, Лукашенко, даже прослушал разговоры с адвокатом в СИЗО, нарушая адвокатскую тайну. Он трижды на встрече с политзаключенными в СИЗО КГБ назвал меня будущим президентом и при этом смотрел на Виктора Бабарика, чтобы воздействовать на него и внести раскол. Он прямо сказал, что политика – грязное дело, что, идя в политику, вы должны быть готовы, что вам могут подкинуть деньги, устроить провокацию, как в Гродно, или посадить в тюрьму. Он прямо сказал, что в его власти сидеть нам или нет, что те, кто будет сотрудничать, выйдут. В Беларуси более 170 политических заключенных. Это те, кто признан таковыми официально. Вчера начался суд над автором YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимиром Неронским. Владимир рассказал судье, что в его ИВС нет отопления, а он бреется догола, чтобы не кусали вши. 3 дня он находился в карцере с клопами на Окрестино. Больше 8 месяцев его удерживали за решеткой, чтобы сегодня обвинить в оскорблении чиновника и нарушении общественного порядка. Речь о той самой встрече в Гродно, на которой задержали Сергея Тихановского. К тому моменту Неронский был в тюрьме уже 3 недели, но это не волнует тех, кто будет выносить приговор. Напомним, что единая книга регистрации преступлений создана не зря, и там собираются материалы на всех причастных к захвату власти в стране. И судьи, вносящие несправедливые, надуманные и выдуманные приговоры, там тоже есть.
За решеткой незаконно находятся тысячи человек. Например, таких как Игорь Банцер. Это гродненский музыкант. Ему 40 лет, у него жена и 2 детей. Игоря задержали 20 октября. Рано утром забрали из квартиры. До этого он провел 18 суток в изоляторе за участие в протестных митингах. В заключение его держали в одиночной камере, а потом отправили на принудительную психиатрическую экспертизу. Видимо, потому что музыкант, вегетарианец, не употребляет алкоголь, придерживается антифашистских и антироссийских взглядов. И все это не умещается в ограниченное сознание и картину мира опьяненных властью и кровью прислужников самоинаугуранта. Игорь Банцер уже месяц лишен связи с родными. Ни писем, никаких других сообщений. Остается надеяться, что с ним все в порядке, насколько это может быть в нечеловеческих условиях. В письме, которое получил журналист Тутбай от имени Сергея Тихановского, также сказано: «Лукашенко сказал, что хотел выпустить меня после выборов и выкинуть со света за границу. Но послушав мою беседу с адвокатом в СИЗО, где я говорил о том, что нельзя прощать и обязательно нужно привлечь к ответу семью диктатора, депутатов и прикорытников, он посадил меня в карцер. Никаких переговоров он ни с кем вести никогда не будет. Власть – гарантия его безопасности. А закона в стране нет, есть только его воля. И как он сказал, он будет защищать ее всеми доступными ему средствами. И самое смешное, что так было всегда. Но не было так массово, так как не было массовых протестов. Он не остановится ни перед чем, даже не сомневайтесь». А сомнений и не возникает. Захвативший власть с помощью наемников не собирается ее отдавать, созывая на антинародное собрание свою паству. Вот, например, делегат от Гомеля Кривоносов шагает в правовую пропасть, пока хозяин маниакально оттягивает свой конец и получает от этого удовольствие. Кстати, 30 лет назад, 13 января, синепальцевый безумец, тогда еще просто хитро зачесанный депутат, ездил в Вильнюс поддержать борьбу литовского народа за независимость. Из Минска в Вильнюс тогда отправились 2 делегации. Одна официальная во главе со спикером Верховного Совета Николаем Дементием. Его о такой поездке попросил лично Михаил Горбачев. Вторая, альтернативная делегация, была сформирована из депутатов от БНФ. Также по собственной инициативе в Вильнюс поехали Виктор Гончар, Евгений Глушкевич и вышеупомянутый, ныне обезумевший. И риторика была у него следующая. Вот какая мысль сверлит мне головой. Это мысль про то, что делали бы Горбачев и его команда, если бы у них забрать танки и очумелых солдат, которые там находятся. Этот вопрос давно пора задать самому себе. 30 лет назад, в ночь с 12 на 13 января 1991 года, советские военные и спецслужбы штурмовали в Вильнюсе телевизионную башню и здание литовского радио и телевидения. Погибли 13 человек, еще 2 скончались позже. Более 500 человек были ранены. На этом противостояние не закончилось. Но события ночи с 12 на 13 января окончательно убедили литовцев в занимаемой ими позиции. Лишь 7 сентября Москва признала независимость 3 прибалтийских республик. Спустя 30 лет мы, белорусы, проходим подобный путь. И, несомненно, победим. Вопрос только, когда и какими жертвами. Но, как написано в письме Сергея Тихановского, если протесты затухнут, он, Лукашенко, сделает из нашей страны концлагерь, ГУЛАГ. Даже не сомневайтесь в этом. А жизнь заключенных превратится в настоящий ад. Никто, кроме самих белорусов, не принесет Беларуси свободу. У нас есть все шансы стать свободной страной, примером для многих. Внимательный зритель мог заметить некоторые неоднозначные формулировки ведущего, в которых прослеживалось сомнение в том, что автором письма, полученного журналистом Тутбай, является Сергей Тихановский. Поясню позицию. Содержание письма необычно для писем, которые удается пронести, вынести и отправить из тюрьмы на свободу. Относительную свободу, конечно. Плюс в сети было много комментариев, что почерк Сергея в письме не очень похож на тот, который можно было увидеть в других письмах. Сомневаться и критически мыслить полезно иногда, а поиск ответов на вопросы – дело увлекательное. И хорошо, когда есть кому их задать. У меня тоже возникли сомнения, на самом деле, по подлинности этого письма, потому что подпись, очевидно, Тихановского, почерк немножечко странный. Ну, если начинаешь, он так меленько там писал, обычно он пишет размашисто, но мы выяснили, что это реально его письмо. И как его выпустили, это вопрос другой. 7 февраля. День солидарности с Беларусью, с белорусским народом. Да. Это международный день, это ваша инициатива? Вот это вы инициировали, то есть прям решили назначить дату?
Слушайте, ну здесь так не делается, как в диктаторском государстве. Вы назначили дату, вы решили. Нет, это работа целой команды, это работа белорусов, которые в Беларуси, это работа наших белорусских диаспор. Это у нас все, симбиоз умов. Поэтому такой день обязательно нужно провести, чтобы мы должны все больше и больше миру напоминать о нас. К сожалению, и время идет, и какие-то новости появляются другие, но мы не должны терять фокус. Поэтому это еще один повод, их вообще множество таких поводов напоминать им о Белоруссии, как, например, голодовка Игоря Лосика или вот начавшиеся суды над людьми невиновными, но это такой, знаете, более, наверное, позитивный посыл, что конструктивный более, когда все могут высказаться о ситуации в Беларуси открыто, поучаствовать в этой конференции. И то есть вот одним таким мощным рывком привлечь внимание, когда здания по всему миру будут освещены в бело-красно-белые цвета, и когда диаспоры будут обращаться к своему правительству с просьбой поддержать белорусов самыми разными способами. Когда после этого Дня солидарности тысячи писем придут нашим политзаключенным, это все направлено на то, чтобы мы были в центре внимания. И мы будем в центре внимания в любом случае до нашей победы. Мы не имеем права вообще не быть в центре внимания. Я думаю, что после победы тоже будем долго в центре внимания. Да. Светлана, вы сегодня получили награду от литовского правительства. Ты ошибаешься. Я могу себе это позволить. Белорусы получили награду от литовского правительства. Вот. Белорусы. Так. Но ее вам передали, насколько я знаю. Да, передали мне. Мне передали статуэтку, то есть фактическую вот такую награду. Еще к этой премии была денежная премия. Я так думаю, что это уже цифра, все не знают, да? 5 тысяч? 5 тысяч, так. Наверное, евро, если честно, не особо знаю. Но понятно, что эти денежные средства, они пойдут белорусам, и мы так решили, что они пойдут семьям погибших в этой революции. Единственное, что стоял вопрос, либо это, ну, если это такая вот сумма достаточно крупная, да, либо одной семье. Но я настояла на том, чтобы ее поделить между всеми, даже если это меньше, но не может быть, знаете, скорбь и боль от потери одной семьи больше, чем у другой. Поэтому пускай лучше будет меньше, но всем. Я уже об этом писала, но все равно пользуюсь случаем. Пожалуйста, пишите письма сейчас Игорю Лосику. Он сейчас в центре внимания, потому что на самом деле ситуация очень сложная. Когда Игорь принял такую принципиальную позицию, которая может стоить ему здоровья и, не дай бог, еще и жизни. Мы не знаем, я очень не хочу, чтобы это случилось, но сегодня напишите каждое письмо, чтобы он прекратил это. Он нужен своей семье, он нужен родителям. Еще один вопрос на повестке у нас — это Владимир Неронский, суд над ним. Значит, началось рассмотрение первого дела по так называемому делу Тихановского. Почему так, неизвестно. Но, насколько известно, он был задержан еще до событий в Гродно. Гродно, да. Его судят за оскорбление чиновника. Вот. Суд еще не закончился, он идет. Я так понимаю, что он может идти и неделями. И мы все читали на новостных порталах, что говорил Владимир о его условиях содержания. Это, конечно, ужасно, но он знает, что он невиновен, и он не отступает от своей позиции. И то представьте, насколько там нечеловеческие условия, что мужчина здоровый, крепкий, верующий и плачет. Да, он еще там, поэтому еще раз пишите письма. И вообще пишите письма всем заключенным, но вот эти два случая, они сейчас особые. И мы оставим, во-первых, ссылки под видео. Да, под видео будут адреса, как можно написать, с подробными инструкциями. Светлана, спасибо, что заглянули к нам в новости.
Новости, скажем так, и вся информация не совсем радостная в основном. Но для зрителей канала «Страна для жизни» и реальных новостей пообещайте, ну давайте так, не пообещайте, а кивните в знак согласия прийти к нам на какую-нибудь большую беседу по душам. Подмигнули? Будем надеяться, что да. Да, обязательно, конечно, пойдем, вы зовите, приглашайте. Ах, если бы это было так легко. Да, «Страна для жизни» значит очень много для меня, потому что «Страна для жизни» равно Сергей Тихановский, а Сергей Тихановский равно Светлана Тихановская. А Светлана Тихановская равно «Свободная Беларусь». На сегодня это не все новости. Держите еще парочку. В Беларуси ужесточили наказание за смертельное пьяное ДТП, а также увеличили срок лишения прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Соответствующий закон 13 января официально опубликован на национальном правовом интернет-портале. И это хорошо, потому что творить ту дичь, которую творят разъезжающие на машинах без номеров губопники и прочие карательные отряды, в трезвом уме и здравом рассудке невозможно. Ким Чен Ын призвал к укреплению ядерного потенциала КНДР. В это время его коллега возрадовался тому, что Белэнерго сообщила о выходе первого энергоблока на 100% мощность. Как надолго? Украина, единственная из стран-соседей, начала покупки электроэнергии с белорусской электростанции. Это, естественно, атомной. Это, конечно же, оплеуха Литве, которая после 2014 года последовательно и непреклонно поддерживала Украину. Электроэнергию закупают некоторые украинские трейдеры. Это произошло потому, что в декабре украинский регулятор снял запрет на поставки электроэнергии из Беларуси, который раньше ввел президент Украины Владимир Зеленский весной 2020 года. Экс-глава Службы безопасности Украины, СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко заявил в ноябре, что некие деструктивные силы пытаются возобновить импорт электроэнергии из Беларуси. Ну вот, возобновляют. В свою очередь, новый министр энергетики Литвы Дайнис Крейвис заявил, что в ближайшее время Литва подготовит план полной блокады электроэнергии из белорусской АЭС в Островце, поскольку Латвия еще торгует белорусской электроэнергией, и она поступает в Литву. С 1 января Литва председательствует в Балтийском совете министров, поэтому Дайнис Крейвис надеется, что вопрос бойкота БелАЭС будет одним из важнейших в его повестке. Товары и платные услуги в 2020 году подорожали на 7,5%, следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали годовую инфляцию не больше, чем в 5%. Сегодня телеграм-каналы сообщали о том, что на завод «Горизонт» приехала Качанова. Видимо, что-то прибрать за вездесущим хозяином, который на днях пытался в приказном порядке заставить экономику работать так, как ему надо. Как именно? А как обычно. Приказал закончить какую-то болтовню, опять рассказал нам, протестунам, понимаете, что деревообработка наше все. Ну и остальные предприятия должны работать, а человек будет иметь зарплату и желательно хотя бы немножечко выше, чем в прошлом году. И вот тогда, он убежден, люди оценят. А чего тянуть-то с оценкой? Саша, садись, 3%. Помните ебатьканутого забулдыгу, который ударил врача скорой помощи? Так вот, его уволили с работы, ищут нового водителя для школьного автобуса. Вот теперь все. До завтра.